Государство имеет форму пирамиды, армия, церковь, куча коммерческих и некоммерческих организаций. Желающие прокатиться на лохотроне были, есть и будут. И в финансовых пирамидах, к сожалению, тоже может быть продукт. Прощаться будем быстро, без слез и без денег. И кого-то это совсем ничему не учит. Всем привет! Сегодня тема видео – сетевой бизнес и финансовые пирамиды. Является ли сетевой маркетинг финансовой пирамидой? Вообще, что касается пирамиды. Пирамида – это самая устойчивая геометрическая фигура, и ничего зазорного в этой форме нет. Огромное количество устойчивых компаний в мире работает по форме пирамиды десятилетиями. Государство имеет форму пирамиды, армия, церковь, куча коммерческих и некоммерческих организаций. Но другое дело – финансовая пирамида. Очень много их маскируется, прикрываясь инвестиционными компаниями, кассами взаимопомощи, много их сейчас работающих с криптовалютой. Ну и, конечно, сетевые компании тоже не оставлены без внимания. Вообще, если говорить о финансовых пирамидах, это касается всего лишь двух категорий людей. Это мошенники и, назовем так, люди, которые рассчитывают, что, отдав какому-то красавчику деньги, можно жить безбедно и припеваючи. Так что если вы не относитесь ни к той, ни к другой категории людей, шанс встрять в финансовую пирамиду у вас очень призрачный. Но круговорот желающих жить припеваючи, отдав кому-то деньги взамен на звездное обещание, бесконечен. Самое яркое представление о финансовой пирамиде на постсоветском пространстве – это всем известная МММ. И кого-то это совсем ничему не учит. Яркий пример – лопнувшие финансовые пирамиды сегодняшнего дня под прикрытием сетевого бизнеса компания Финика. Так что желающие прокатиться на лохотроне были, есть и будут. Скажу честно, мое видео не направлено на отработку возражения в сетевом, типа так это пирамида, так это лохотрон». Если к вам на встречи приходят такие люди, вы работаете не с целевой аудиторией. Поэтому кто встречается с таким возражением, вам стоит посмотреть вот этот видеоматериал, ссылочка где-то здесь выше. А вот если вы относитесь к той категории людей, которые хотят развиваться в сетевом маркетинге, но у вас нет опыта в бизнесе и вам сложно разобраться, как выбрать компанию, как не влезть в замаскированную пирамиду, то вот вам я буду полезен. Очень часто на вопрос, как отличить сетевую компанию от финансовой пирамиды, звучит ответ, что в сетевой компании есть продукт, а в финансовой пирамиде нет. Друзья, на сегодня это уже не так. И в финансовых пирамидах, к сожалению, тоже может быть продукт. Мошенники максимально стараются одеть маску здорового бизнеса. Финансовые пирамиды, маскирующиеся под сетевой маркетинг, обычно используют какой-то монопродукт, или 2-3 продукта. Нет смысла заморачиваться с большим ассортиментом, так как это дополнительные затраты. Это логистика, это учет, это персонал, сертификация. К чему все эти хлопоты, если ты не собираешься работать всерьез и надолго? Причем неважно, какой именно продукт преподнесут мошенники, у них у всех есть одна общность. Это что-то нужное обычным доверчивым гражданам. А вот есть пару-тройку признаков финансовой пирамиды, которые, думаю, мошенники не уберут никогда. Первое. Так как любая финансовая пирамида рассчитана на жадность, здесь всегда будут высокие проценты и лозунги о возможности быстро заработать. Второе. У финансовой пирамиды будет всегда красивая легенда. Например, какой-нибудь Робин Гуд, который решил спасти мир и передать секреты быстрого обогащения обычным гражданам. Вокруг пирамиды будет всегда много рекламы. Привлекаются какие-нибудь лидеры мнений, которые тоже участвуют в разделе пирога. Финансовые пирамиды выстраиваются очень качественно, ведь хлопнуть нужно не сотню-другую человек, а поработать 3-5 лет, чтобы собрать по максимуму. Любая финансовая пирамида будет всегда выплачивать тем, кто пришел на самом старте. Поэтому на вопрос, можно ли заработать в финансовой пирамиде, конечно, да. Есть целые команды так называемых сетевиков, которые кочуют от пирамиды к пирамиде, ловя волну. И скажу, это настоящие профи, это хорошие психологи, это амбициозные, сильные, яркие, умеющие хорошо говорить. Но тут у кого какие цели и какие ценности. Если вы не желаете участвовать в финансовой пирамиде, а вас вдруг рекрутирует такой потенциальный наставник, спросите, как давно он в компании. А где был до этого? А до этого?
а почему ушел? И картинка начнет проясняться. Обратите внимание, во всех финансовых пирамидах есть плата за вход. Она может быть завуалирована под продукт, но продукта вам будет предлагаться больше, чем вам его нужно лично. Обычно существует несколько пакетов входа, и, конечно, самый дорогой будет самый выгодный для вас. Часто еще сюда включается триггер времени «Успей сейчас, не упусти возможность», так как с начала месяца пакет будет дороже. Еще одна общая черта для всех финансовых пирамид – все они рассчитаны на приход новых людей. Конечно, и в сетевом маркетинге важно, чтобы приходили новые люди и твой бизнес расширялся. Только есть небольшое отличие. В сетевом маркетинге твой доход зависит от товарооборота сети, а в финансовой пирамиде доход получаешь от новичка, оплатившего очередной входной пакет. Бывает, конечно, для маскировки некоторые пирамиды используют продукт и показывают еще доход из товарооборота сети. Но если оставить только этот вариант дохода, то из такой компании быстро все побегут, так как денег заработать на товарообороте не получится. Тоже, кстати, можете задать вопрос вашему рекрутеру, если в его бизнесе не рекрутировать новых бизнес-партнеров, как долго этот бизнес будет существовать? Да, еще, кроме явных финансовых пирамид, которые создаются целенаправленно облапошить жаждущих быстрых денег, есть финансовые пирамиды, которые создаются без злого умысла. То есть с ними будет все хорошо, пока хорошо. Как правило, эти компании, продвигающие финансовые услуги. Кстати, именно поэтому по законам США, откуда родом сетевой маркетинг, запрещено продвигать финансовые услуги через сетевой маркетинг. Такие компании не имеют аккредитации в Ассоциации прямых продаж, так как отличить финансовую пирамиду от сетевого маркетинга с финансовыми услугами очень сложно. Поэтому, например, в страховых компаниях, продвигающихся через сетевой маркетинг, всегда есть посредник – брокер. Со страховой компанией у вас напрямую контракта никогда не будет. И в случае, если вдруг что, то легенда, о которой вам говорят на встрече, никак к вам отношения иметь не будет. У вас отношения с брокером. Если возьмем до недавнего времени очень модную молодую компанию, продающую мечту – путешествия, если вы внимательно почитаете договор, например, пункт 3 вашего соглашения, то там черным по белому написано: если что, прощаться будем быстро, без слез и без денег. И это не единственный интересный пункт договора. И, кстати, обратите внимание, общие признаки финансовой пирамиды здесь учтены. И красивая легенда с применением имен знаменитостей, и большие проценты, и что-то нужное обычным доверчивым гражданам. Ну и прочие моменты. В общем, друзья, если вы не хотите встрять в финансовую пирамиду, нужно понять простое правило. На яблоне бананы не растут. Если вы хотите построить сетевой бизнес всерьез и надолго и получать пассивный доход, нужно учесть всего несколько факторов. Первое. Это быстрых денег не бывает. Нужно наработать навыки, как и в любом деле, чтобы стать профессионалом. Второе. Выбирая компанию, выбирайте компанию, которая на рынке 10 и более лет. Третье. Собственник компании должен быть открытой личностью, и это должен быть сетевик. Четвертое. У компании должен быть продукт с высокой оборачиваемостью, который нужен на каждый день. Ну и пятое. Ответьте себе на вопрос. Пользовался бы я продуктом компании, если не бизнес-предложением? Ну вот, пожалуй, и все. И закончить хочу словами Черчилля: пожелать вам всем удачи, так как удачливый человек не может быть бедным и больным. Кому был полезен, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Здесь каждую неделю вас ждет полезная информация по продвижению в MLM. Пока!